Всем привет! Когда речь заходит о туристической одежде, мы часто слышим о флисе. Иногда его ласково называют флиска. Мягкие и уютные флисовые куртки и пледы давно полюбились тем, кто ведет активный образ жизни и не только им. Сегодня я расскажу вам о том, что это за материал, откуда он взялся и какое отношение флис имеет к стульчикам для унитазов. А вы не забывайте подписываться, вам это не сложно, но так больше людей сможет посмотреть это видео и расширить свой текстильный кругозор. Слово «флис» английское и означает «шерсть, ворс или овчина». Перевод отсылает к тем временам, когда теплую одежду в Англии изготавливали из шерсти тонкорунных мериносов. Но флис не имеет ничего общего с шерстью. Это полностью синтетический трикотажный материал с начесом из полиэфирной нити, который был изобретен относительно недавно, всего каких-то 46 лет назад. Флис не уступает шерсти по теплозащитным свойствам, но при этом намного легче и мягче. Вот почему название флис отсылает нас к шерсти. Это как бы искусственная шерсть. В 70-е годы 20 века специалисты компании Meldon Mills из США поставили перед собой цель изобрести дешевую замену шерсти. При этом аналог должен быть легким, обеспечивать хороший воздухообмен и отводить пот от тела. Поначалу эта компания шила одежду для рабочих. Во время Первой и Второй мировых войн она производила военную форму для армии США, а в послевоенное время постоянно экспериментировала с новыми тогда синтетическими материалами. Поиски инвестиций привели к долгожданному успеху, и в 1979 году был изобретен совершенно новый материал – флис. Это было разворсованное трикотажное полотно из полиэстеровых нитей, которые назвали Polar Fleece, ну типа полярная шерсть. Новинку сразу оценили рыбаки, охотники и спортсмены, так как для экстремальных условий он подходил как нельзя лучше. Затем флис покорил и обычных пользователей. Malden Mills – это старейшая американская компания с вековой историей. Она была основана в 1906 году Генри Фюрштейном, эмигрантом из Венгрии. С 1947 по 2004 год компанией руководил его внук Аарон Фюрштейн, очень набожный ортодоксальный еврей. Личность, кстати, крайне незаурядная не только из-за изобретения флиса. Ну, во-первых, он намеренно отказался патентовать флис, позволив производить его кому угодно, что привело к быстрому его распространению. Во-вторых, когда перед Рождеством в 1995 году сгорел завод Malden Mills, построенный дедом Фюрштейна, внук использовал всю страховку, чтобы восстановить его и выплачивать зарплату всем безработным рабочим, пока он восстанавливал завод. Он потратил все 25 миллионов долларов, чтобы сохранить всех 3000 сотрудников, и 3 месяца платил им зарплату, что было абсолютным нонсенсом в деловом мире Уолл-стрит. К концу 1996 года завод был полностью восстановлен, но это стоило ему всех сбережений и должности генерального директора, поскольку его семья потеряла контроль над компанией. В 80-е Malden Mills совместно с компанией Patagonia разработали новую разновидность флиса, которую назвали шиншилла, типа синтетическая шиншилла. Шиншилла – это мелкий грызун из Южной Америки, обладатель одного из самых ценных, густых и теплых видов меха. На 1 квадратный сантиметр приходится более 25 тысяч волосков. Название давало понять, что новый материал такой же теплый, как натуральный мех. В 70-е и 80-е это была революция. Предложить людям, тысячелетиями носящими теплую шерстяную одежду, переодеться в более легкие синтетические вещи. Идея появления шиншилла тоже довольно интересная история. Основатель компании Patagonia Иван Швиннер искал альтернативу шерстяным свитерам, которые носили альпинисты, так как он сам был альпинистом. А шерстяные вещи были тяжелыми, особенно когда отсыревали. Однажды его жене Малинде в супермаркете попался рулон ворсистой полиэстеровой ткани, предназначенный для чехлов на сиденье унитазов, чтобы стульчак всегда был теплым. Она показала образец мужу, после чего начались эксперименты по созданию легкого утепленного материала для курток. И в 1975 году Патагония создала прототип куртки, используя ткань для унитазных чехлов с пушистым ворсом на внутренней стороне и гладкой лицевой стороной. Куртка не очень хорошо держала форму, но была теплой и легкой, а также быстро сохла, и Швиннер понял, что компания на верном пути. На этом фото Иван Швиннер и его друг в оригинальных флисовых куртках из 70-х из унитазных чехлов. В 1981 году он обратился в компанию Malden Mills, и в результате их совместных разработок на свет появился новый флис Шиншилла,
предназначенный для теплых курток. Первая флисовая куртка Retro Pile с густым и длинным ворсом снаружи была выпущена в 1988 году. Она идеально подходила для экстремального холода. Сегодня Патагония предлагает куртки, жилеты и свитера Retro Pile для мужчин, женщин и детей, которые зарекомендовали себя на протяжении десятилетий. Оригинальные модели курток и жилетов типа Шиншилла, Snap Tee или Retro Cardigan по-прежнему в тренде, аутентичны, долговечны и универсальны. Компания же Malden Mills в 2007 году была переименована в Polartec, вероятно потому, что имя Polartec уже давно было известно покупателям как название одного из наиболее популярных видов флиса. Многие так и называют флисовую одежду одеждой из Polartec, а название, как когда-то у Xerox, стало нарицательным. Как только флис появился на рынке, его начали использовать производители туристической или, как ее сейчас называют, аутдор одежды. Сегодня многие изделия из флиса изготавливаются из переработанного вторичного пластика и даже из вторичного флиса, что позволяет снизить зависимость от первичного полиэтилентерефталата и сократить синтетические отходы. Флис был изобретен всего через 40 лет после изобретения полиэфирной нити, и для его производства используют именно полиэфирные или полиэстерные комплексные нити. Комплексно это значит, что в сечении нити находится несколько десятков тонких элементарных нитей бесконечной длины. Технология изготовления флиса следующая. Сначала получают полиэфирные нити на заводах, выпускающих химические волокна. Флис бывает разной плотности и толщины, поэтому для его производства используют нити разной линейной плотности от 5 до 50 и более текст. В производстве используются как гладкие, так и текстурированные химические нити. Текстурированные — это значит нити с видоизмененной поверхностью, которые из-за этого могут обладать какими-то дополнительными свойствами. Для флиса используют высоко и малорастяжимые текстурированные нити. Для чего? Скоро поймете. Сначала из этих нитей вяжут трикотажное полотно. Не ткань, а трикотажное полотно. Запомните, это разные текстильные материалы. Ткань ткут на ткацких станках, а трикотаж вяжут на вязальных машинах. Флис вяжут, как правило, на кругловязальных машинах. Он относится к поперечно-вязанному или кулирному трикотажу, то есть петельный ряд у него получен из одной нити. Для получения флиса используют плюшевое или футерное переплетение. Трикотаж плюшевого переплетения вырабатывают из двух нитей, одна из которых образует короткие грунтовые петли с лицевой стороны полотна, а другая, плюшевая, образует с изнаночной стороны длинные, свободно провисающие протяжки или петли. Вот эти-то длинные петли затем и образуют тот самый теплый и мягкий ворс или плюшевую поверхность на поверхности вашей флиски. При вязании на иглы прокладываются одновременно две нити. Особенностью же вязания является разная глубина кулирования обеих нитей, для чего используются платины специальной формы. Чтобы ворс впоследствии был плотным, увеличивают плотность трикотажа по горизонтали. Повышая плотность вязания грунтом, можно тем самым повысить густоту ворса и, кроме того, поднять ворсовые петли, приблизив их к положению перпендикулярного к плоскости полотна. Поэтому при вязании получают минимальные по размеру петли грунта. В настоящее время для выработки плюшевого трикотажа для грунта используют эластичные или растяжимые текстурированные нити. Из-за этого петли плотнее прилегают друг к другу, в результате чего образуется плотный застил петель и ворса на обеих сторонах флиса. Описанный плюш имеет длинные петли только на изнаночной стороне, но можно получить и двухсторонний плюш с петлями и на изнаночной, и на лицевой стороне. Для этого некоторые изнаночные петли перетягивают на лицевую поверхность будущего материала. Эта операция может осуществляться на рошель и фанговых вязальных машинах. Можно получить двусторонний плюш и на базе двух-изнаночного трикотажа. Видов плюшевого трикотажа много, он может быть кулирным и основвязанным, одинарным и двойным, гладким и рисунчатым, с разрезными и неразрезными петлями на одной или обеих сторонах полотна. Например, рисунчатый плюш имеет часть петель одного цвета, а часть петель другого, или часть петель с ворсом, а часть без ворса, или с различной длиной ворса. Петельный ворс используют для теплого белья и пижам, а разрезной для женских и детских пальто, искусственного меха и флиса. Все плюшевые переплетения обладают повышенными теплозащитными свойствами. Итак, на вязальной машине получили круглое трикотажное полотно в виде чулка. Но это еще не флис. Затем трикотажное полотно проходит все операции отделочного производства. Оно промывается от замасливателя, окрашивается в нужный цвет и обрабатывается необходимыми пропитками. Например, водоотталкивающей, антистатической или огнестойкой. Это зависит от назначения материала.
После этого полотно разрезается и становится не круглым, а плоским. Но и это еще не флис. Пока у него на поверхности петли, а не пушистый ворс. Главной операцией создания мягкой плюшевой поверхности является ворсование, которое проводится на специальных ворсовальных машинах. Главными рабочими органами такой машины являются ворсовальный барабан и много ворсующих валиков, обтянутых игольчатой лентой, которые вращаются вокруг барабана. Ворсующие валики вращаются вместе с барабаном и вокруг своей оси. При движении трикотажного полотна между барабаном и этими валиками полотно касается иголочек валиков, которые разрывают элементарные волокна длинных изнаночных петель, в результате чего и образуется ворс. Вместе с ворсовальными валиками вокруг барабана вращаются противоворсовальные валики, которые расчесывают и приглаживают ворс. Ворсование происходит постепенно. Трикотажное полотно, чтобы не повредить, пропускают через машину от 6 до 12 раз и даже больше, в зависимости от требуемой густоты ворса. При получении же двухстороннего флиса сначала ворсуется одна сторона полотна, затем другая. Процесс, как вы уже поняли, это не быстрый. В результате на поверхности полотна образуется пушистый мягкий ворс, состоящий из кончиков разорвавшихся полиэфирных волокон, которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Вот поэтому в производстве и используются текстурированные полиэфирные нити. Они объемнее и пушистее, а значит лучше разворсовываются, чем плотные гладкие комплексные нити. Вы, наверное, думаете, что флис готов, но еще нет. Ворс очень неравномерен по длине, поэтому полотно направляют на стригельную машину. Ворс подстригается для выравнивания его по высоте, а полотну придается ровная гладкая поверхность и красивый внешний вид. Стригельный механизм состоит из ножевого вала, на котором по спирали закреплены пластинки толщиной 2-3 мм, которые вращаются с большой скоростью, и плоского прямого ножа в виде стальной полосы с закаленным лезвием. Спиральные плоские ножи образуют ножницы, которые при движении полотна между ними постригают ворс по высоте. За счет такой стрижки также снижается образование пилинга у флиса. Последней операцией является термофиксация полотна, которая проводится на специальных линиях горячим воздухом. В результате стабилизируются размеры полотна, снижается его склонность к усадке и фиксируется положение ворса. После этого флис готов, и его можно отправлять в швейное производство. Рассмотрим свойства флиса. Ну и, конечно, в первую очередь теплозащитные, так как основная цель одежды из флиса – согревать. Поэтому надевать флисовую одежду нужно в тех случаях, что и другую теплую одежду, например, шерстяной свитер. Теплая одежда создает между человеческим телом и окружающей средой зону с низким коэффициентом теплопроводности. Наилучшим теплоизолятором является вакуум или воздух, а значит теплой будет та одежда, которая удерживает у тела прослойку неподвижного воздуха. В одежде из флиса миллионы мельчайших ворсинок, между которыми удерживается большое количество воздуха, который практически не циркулирует и не перемешивается. Вот почему флис теплый. А следовательно, чем гуще, тоньше и длиннее ворсинки, тем теплее будет одежда. Значит, двухсторонний флис всегда будет теплее, чем односторонний. А гладкая неразворсованная сторона у флиса помогает дольше сохранять привлекательный внешний вид вашей одежды. Второе свойство – это гигроскопичность, которая у полиэфирного волокна менее 1%, а значит материал практически не впитывает влагу, но хорошо отводит ее от вашего тела наружу за счет разности давления. С поверхности же одежды влага легко испаряется, а ваше тело остается сухим. Поэтому даже если вы вспотеете, влага не задержится надолго у поверхности тела, да и сам флис очень скоро высохнет. Шерсть же может впитать до 40% влаги от своего веса, и если вы промочили шерстяной свитер, он становится тяжелым и сохнуть будет долго. Скорость же полного высыхания флиса примерно в 10 раз выше, чем у шерсти. Третье. Флис очень мягкий и приятный тактильно из-за плюшевой поверхности. Четвертое. Это вес, высоко оцененный любителями аутдор одежды. Флис легкий в сухом и в мокром состоянии за счет объемной структуры разворсованного плюшевого полотна. При намокании вес его увеличивается незначительно. Пятое. Флис, в отличие от шерсти, не подвержен опасности быть съеденным молью. Шестое. Высокая воздухопроницаемость флиса, которая может быть как достоинством, так и недостатком. С одной стороны тело хорошо дышит, а с другой он плохо защищает от ветра. Седьмое – это прочность и износостойкость материала вследствие высокой прочности самой полиэфирной нити. Восьмое. Изделие легко отстирывается, не требует глажки и быстро сохнет. Девятое. Флис стоит намного дешевле качественных шерстяных изделий.
К недостаткам флиса можно отнести: первое — это все-таки стопроцентная синтетик, что не всем нравится, даже несмотря на то, что сама полиэфирная нить не является аллергеном. Второе. Флис полностью синтетический, поэтому он будет накапливать статический заряд электричества и может биться током. Также он может притягивать пыль из воздуха и шерсть домашних животных. Третье. Флис не горит, но плавится. При попадании раскаленного уголька на нем образуется оплавленный и обугленный по краям отверстия. Четвертое. Флисовая одежда не защитит от ветра, если только в ее конструкции нет специальной ветронепроницаемой мембраны. Ну и пятое. Низкокачественный полиэфирный флис может пеленговаться. Также флис теряет большую часть своих теплоизолирующих свойств при намокании. Он не предназначен для защиты от дождя. Но с помощью современных технологий некоторые из этих минусов можно устранить. Например, дополнительная обработка антипилинг избавляет от скатывания ворса, а различные пропитки, антистатические, водоотталкивающие или огнестойкие, повышают качество одежды из флиса. Сегодня рынок предлагает очень много разновидностей одежды из флиса в связи с тем, что и активности у людей разные. Кто-то выгуливает собачку в парке, а кто-то карабкается на Эверест. Поэтому и флис отличается по плотности, толщине, фактуре, длине ворса, типу обработки поверхности и так далее. Основной характеристикой флиса, от которой зависит его теплоизоляция, является плотность полотна, которая находится в диапазоне от 100 до 600 грамм на квадратный метр. Самый легкий флис или микрофлис имеет плотность от 100 до 200 грамм на квадратный метр и подходит для производства термобелья, рубашек, легких толстовок и леггинсов. Флис средней толщины от 200 до 300 грамм на метр хорошо подходит для демисезонных универсальных теплых курток, детской одежды, шапок и перчаток. Плотный флис толщиной 300-400 грамм на метр подходит для теплых пледов и верхней одежды. Но и самый теплый флис плотностью 400-600 грамм на метр подходит для очень низких экстремальных температур, многослойной походной одежды и спортивной экипировки. Флис может использоваться не только как самостоятельное изделие, но и как утепляющая подкладка. В конструкцию современной флисовой куртки часто входит влага и ветрозащитные мембраны. Например, мембранный soft shell используется в трехслойных куртках, где внутри находится флис, далее идет мембрана, а сверху влагостойкая и прочная ткань, чаще всего нейлоновая. Такие куртки остаются дышащими, но становятся непромокаемыми. Существуют трехслойные мембранные куртки Windblock, защищающие не только от намокания, но и от ветра. Верхний слой у них может быть дополнительно обработан ДВР водоотталкивающей пропиткой. Исторически так сложилось, что в быту названия флис и Polartec стали синонимами. Но, как вы понимаете, азиатские производители давно освоили производство флиса, хотя он не имеет никакого отношения к компании Polartec. При этом между безымянным флисом и фирменным Polartec существует огромная разница в качестве пошива, характеристиках, да и просто во внешнем виде. В настоящее время компания Polartec производит около 300 видов материалов разного назначения и является одним из ведущих производителей современных функциональных тканей. Вся линейка делится на 5 групп: Polartec Classic, Polartec Thermal Pro, Polartec High Loft, Polartec Alpha и Polartec Wind Pro. Базовый флис Polartec Classic маркируется цифрами, указывающими на плотность флиса: микро, 100, 200 и так далее. Polartec Thermal Pro особо не отличается от классического, но может иметь гладкую лицевую поверхность и антипилинговую обработку. Существует и огнестойкая версия в этой серии Polartec Thermal FR Fire Resistant. Polartec High Loft намного теплее классического за счет того, что применяются более тонкие полиэфирные волокна, а длина ворса больше. Соответственно, ворс задерживает больше воздуха, а флис становится легче, мягче и теплее. Есть в этой серии модель High Loft, где материал пропитан солями серебра, которые подавляют рост бактерий, вызывающих запах пота. Polartec Alpha — это максимально облегченная модель с видоизмененной конструкцией. Производители решали две противоположные задачи: создать одновременно хорошо дышащий и теплый материал. Альфа — это многослойный материал, внутри которого находится облегченная неплотная трикотажная сетка с мелкой ячейкой, с периодически расположенными в этих ячейках ворсовыми пучками. Эта сетка зашита между непромокаемой лицевой тканью и износостойкой подкладкой. Получился хорошо дышащий, очень легкий и прочный утеплитель с плотностью от 60 до 186 грамм на квадратный метр. Куртка размера М из такого материала помещается в литровую пластиковую бутылку.
Флисовый материал Polartec Wind Pro, как это ясно из названия, защищает от ветра. Для этого была повышена плотность трикотажного полотна и уменьшена длина ворса с лицевой стороны. Воздухопроницаемость материала снизилась при этом всего на 15%. И это лишь небольшая часть моделей Polartec, которые представлены на рынке. Ведь чтобы оставаться в тренде при существующей конкуренции в сфере туристической одежды, необходимо регулярно кормить пользователей новыми инновационными моделями с еще более улучшенными характеристиками. Среди использующих материалы Polartec все известные бренды аутдор одежды, такие как Patagonia, Marmon, Low Alpine, Helly Hansen, Jack Wolfskin, Red Fox, Blank Diamond, Arc'teryx, The North Face и другие. Из флиса шьют все, что должно согревать. Спортивные костюмы, фитнес-одежда, кофты и куртки, толстовки, теплые штаны, термобелье, юбки, бафы, пижамы, халаты, шапки, жилеты, шарфы, варежки, детская одежда, носки и тапочки. Большой популярностью пользуются флисовые одеяла и пледы для взрослых и детей, а также спальники, покрывала и подушки, униформы для военных и охотников. В уходе флис не сложен, он требует щадящих режимов стирки при температуре воды не выше 40 градусов. Заполнять барабан лучше наполовину и работать он должен на малых оборотах. Лучше применять жидкие моющие средства, так как остатки порошка плохо вымываются из густого ворса. Нельзя использовать отбеливатели и кондиционеры. После стирки одежду из флиса следует хорошо прополоскать в чистой воде для удаления остатков моющих средств. Флис быстро сохнет, поэтому его ни в коем случае не нужно выкручивать. После того, как с него стечет вода, его лучше высушить в расправленном виде при комнатной температуре. Флис не нужно гладить или отпаривать. А если вы хотите, чтобы ваше изделие долго сохраняло первозданный внешний вид, расчесывайте его регулярно щеткой. Экологи установили, что при стирке флиса в сточные воды попадают кончики волокон или микропластик. Поэтому сейчас на волне экосознательности ведущие компании, которые выпускают изделия из флиса, много усилий направляют на то, чтобы этого избежать. Например, разрабатывают специальные фильтры для стиральных машин. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Поэтому не забывайте подписываться. А если вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.